Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минеры. У нас сегодня торжественное событие. Прошло 7 дней, точнее уже 8-й день после того, как у нас была распродажа NFT-боксов именно бисваповских по NFT-игре в Кальмара. В общем-то, вот так вот они выглядели. То есть, вот эти вот, где написано Level 1-5, это была старая распродажа, то есть старые персонажи. Люди тут балуются, видите, 3 BNB кто-то поставил, $1000. Ну, вот по 96 продают. Вообще тут есть адекватные цены. Вот $55, 44, ну, короче, если поискать, есть. Но это старые ваучеры. Новый ваучер, который я покупал себе 6 штук, вот я показывал. Вот, это был мой кошелечек, и вот здесь у меня их 6 NFT-шек было. Я их перевел себе на кошелек, и вот все дружно ждали 7 дней, пока они отобразятся в игре, непосредственно в самой игре. Сейчас мы туда перейдем и будем их открывать. Ну, давайте глянем. Смотри, почем их продают. $300. Опять же, шутник за 50 БНБ продают за $19 тысяч. $148 в эфирах кто-то продает. $90. И вот много по $70. Вот по $70 их много. В принципе, многие сделали как? Тот, кто покупал их много, кто использовал там боты, ребята закупались их по несколько сот, всего было распродано 2000 таких вот боксов. И, в общем-то, их продавали по 70-90 в первый же день. И их всех размели, в принципе. По 85 там все уходило без проблем. То есть вот сейчас они есть по $70. В чем же их не прикол, как вы заметили, в них нету второго игрока. То есть минимум энергии, который тебе может попасться, это 600. В первых же это 400, и это мог быть первый игрок с 400 энергии. Здесь же, если будет 600 энергии, то это будет минимум игрок второго уровня. Я уже там в чатике посмотрел, что там людям выпадает, и выпадает в основном второй левел. Не буду сейчас показывать, какой там шанс, я не помню. Ладно, таки покопался, нашел вроде бы вот это вот дело у нас по BISWAP, да, 2000 ваучеров, это было у нас вот там 21 числа. Левел от 2 до 5, энергия от 600 до 3000, да, даже 20 января это была информация, но распродажа, наверное, была 21. Да, 21 числа. По 40 баксов, то есть я, соответственно, 6,4, $240 потратил. И вот какой шанс. 82%, что вам выпадет именно второй игрок. В ваучерах, где были игроки первого уровня, там было, наверное, где-то 50%, около 50%, что вам выпадет первый игрок. И 35%, что вам выпадет второй игрок. Здесь же шанс 82%, что вам выпадет второй игрок. Ну а шанс на выпадение 3, 4, 5, ну не сильно отличается. То есть 12 против 11, 5 против 3 и 1 против 5%. С этим, в общем-то, разобрались. Да, вот переходим в свой аккаунт, и в разделе Players есть вкладка Ваучеры, и вуаля, вот наконец-то они отобразились. Давайте сделаем как бы скриншотик. Пусть будет. Давайте зайдем сейчас на рынок. Ну, рынок сейчас глючит, как ребята пишут, несколько часов, полдня, короче, где-то он сегодня не работал адекватно. То есть нам будут выпадать в основном вот игроки вот такого вот второго левела. Но они красивенькие там, сейчас мы увидим, прям продавать их не хочется. Вот второй левел, игрок, вот примерно такой нам будет попадаться на сереньком фоне, если ориентироваться по фону, вот такого уровня. Ну, почем их продают, давайте смотреть. $67, вот $30. $30, вот $67 продают. Будем смотреть, сколько там энергии. Но, во-первых, надо смотреть по дате, чтобы они были свежие. Это старый игрок. Вот такой вот свеженький, такой свеженький. Давайте сейчас, ну, приценимся. Чё почем-то должно быть. Так, это зелененький фон. Это третий игрок. Вот 27, самый дешевый. Так, вот 600 энергии, $27. То есть вот это вот минималка, которая может вам попасться. То есть я заплатил $40. Ну, по минималке я могу, да, получить игрока, грубо говоря, за $30. Это вот худший вариант. Так, это 1400 вкачанный полностью, 200 БСВ. Это закрываем. Ну, хотя ладно, пусть будет, в принципе. Это тоже вкачанный полностью. 1000 энергии. То есть это у нас $119. Какой у нас сейчас курс? Курс 56. $119. Вот неудобно, да? Вот здесь не отображается цена. Так, 119 умножить на 0,56. То есть это $66. Игрок стоит. И, ну, это самое дно. То есть это 54 умножить на 0,56. $30. $30. Ну, такой нам игрок попасться даже не может.
Ну все, в общем-то мы поняли, что 27 долларов 600 энергии, в общем-то 100 долларов это 1400 энергии. Давайте вот так переместим. И 1000 энергии это у нас 66 долларов. Ну, в общем-то, понятно. Что еще стоит знать перед открытием ваучера? Если вы откроете ваучер, это актуально для нынешних ваучеров, для тех, которые были в прошлый раз распродажа и которые, скорее всего, будут, у них лог идет на 7 дней. То есть 7 дней они у вас не будут отображаться здесь. Они будут отображаться у вас только, если вы их перевели с Binance, я рассказывал, как это сделано, то вы можете их добавить себе в MetaMask как NFT-шку по ихнему контракт-адресу. И вот, видите, он отображается 6 BRNFT, это и есть вот эти вот бинансовские робики NFT-шки, или как они там их назвали. Если вы их сейчас откроете, вот как сделаю я, то они у вас здесь останутся заморожены на 7 дней. Это касается всех новых игроков, неважно, вы их создали через Mint, вот здесь вот создали себе игрока, либо вы открываете ваучер, вот как буду делать я, они у вас на 7 дней заблокированы для продажи и перемещения между аккаунтами. То есть вот, если я их тут открою, то никуда я их переместить не смогу 7 дней. Если же вы хотите либо их распределить между разными аккаунтами, ну, можно рассчитывать на то, что у вас эти игроки будут, ну, сразу сказать, что они второго левела. Ну, это, как говорится, 80%, да, на то, что у вас будет второй левел. То есть и у меня, как говорится, больше 80%. 80% это если бы у меня их было 10. Сколько там был процент? 82%, да, это если бы у меня было 10 игроков, у меня был бы шанс 2 из 10, что попадется мне хотя бы 1/3 левел. Но ребята, говорю же, открывали из 19, выпадали. Из 20 выпадало 19 вторых и 1/3. У многих тоже, кто открывал по 4, по 5, выпадали в основном вторые левели. Но были такие, кто открыл 6 ваучеров, по-моему, или 5. У него было 2 вторых, 2 третьих уровня и 1 пятый. А 5-й уровень стоит сейчас, наверное, больше косаря. Так что может повезти. То есть, если выпадет мне какой-то 4 или 5, я, скорее всего, его продам. Если выпадет 2-й, 3, то я их оставлю себе в игру. Но в любом случае, 7 дней я продавать их не смогу. И также по поводу оптимизации. Вы когда находились на Binance, когда заходите в NFT-шку, вы можете нажать либо из раздела NFT Assets в iDraw и галочками поотмечать. Можно всех перевести одной транзакции. Допустим, вы захотели чтобы у вас 3 игрока были на одном кошельке в аккаунте, у вас, допустим, места нет. У вас, например, там всего лишь 2 автобуса двухместных, там, самых дешевых, или одноместный, неважно. Чтобы распределить игроки, нужно было либо сразу вот сейчас перевели 3 игрока на один кошелек, потом подключили второй кошелек, перевели других 3 игрока на второй кошелек. И, соответственно, потом уже этими кошельками коннектитесь к игре, и вы увидите, что у вас в этой игре, в этом аккаунте 3, там переключились с MetaMask на другой аккаунт, у вас там тоже 3. То есть, если вы хотите распределить, либо даже вот сейчас я могу вот эти вот NFT-шки передать. И даже на данный момент, вот у меня сейчас 6 NFT-шки, если мы зайдем сюда, то MetaMask не умеет их отправлять. У них это, по-моему, еще с давних пор эта фигня не работает, или они должны вскоре ее сделать, в общем-то, неважно. Но, насколько я знаю, их можно вернуть обратно с кошелька, их можно вернуть на Binance, если вы вдруг передумали. Если вы изначально их не распределили так, как хотели, то можно их вернуть на Binance, а потом опять же отправить на нужный кошелек. Потому что если вы их откроете, вы уже их убрать не сможете. У меня этот аккаунт уже подготовлен. Как видите, это мой второй аккаунт, но на нем тоже уже 5 мест для автобусов. Потому что я сменил автобус, соответственно, сколько там, 3 недели назад, и у меня они уже все появились. И еще я купил еще даже одного 4-го автобуса, по-моему, по 80, максимум 90 долларов, наверное, 89, по-моему, я его купил. Потому что это, ценный ресурс, и в связи с тем, что у нас повышается необходимое количество BSV, которое нужно будет держать в холде, это с 1 числа, но я в другом видео об этом расскажу. Если сейчас нужно 80, то нужно будет потом 200 монет держать на каждом аккаунте, в котором вы хотите играть в 7-ю игру. То есть многие ребята делали как? Просто создавали много аккаунтов нулячих, не прокачанных, по 2 автобуса, туда кидали 2 автобуса, например, там, каких там, там 4-х, 6-х, неважно, смотря в какую ты игру играешь. У них, допустим, 10-20 аккаунтов. И, несложно закинуть по 80 долларов. По 80 BSV туда. То сейчас, когда нужно будет закидывать по 200 BSV, это уже как бы невыгодно. То есть 10 аккаунтов по 200 BSV, это 2000 BSV, это 1000 долларов. Тупо заморозить надо. И это подталкивает к тому, что нужно прокачивать аккаунты. То есть покупать автобусы
чтобы у вас открывалось больше мест для автобусов. И тогда вы могли бы забить автобусы там дешевыми вторыми там, или третьими. Ну, либо просто иметь много игроков и, допустим, с одного аккаунта играть, вот как я с первого аккаунта, я играю в 5-ю игру и в 2 шестых. И трачу на это всего лишь 80 монет. То есть на одном аккаунте я всего лишь лочу 80 монет. Если бы я играл по дешевке с непрокачанными аккаунтами, да, у меня было бы 3 аккаунта, там 2 по 80 БСВ нужно было бы залочить, если в 7-ю игру, или там 2 по 70 в 6-ю игру, и один, в моем случае 60. А так у меня всего лишь 80. Ну, а соответственно, тогда нужно было бы, будет по 200 монет. Потому люди будут пытаться сэкономить и будут увеличивать количество автобусов в одном аккаунте. То есть нельзя будет просто перебросить 2 автобуса на второй аккаунт и сыграть. Потому автобусы будут дорожать, ребята. То есть кто думал покупать, купите. Ну, 4-й автобус купите себе там или 3-й, как хотите. Ну вот, вчера вот еще я их купил по 27, по-моему. По 27, по-моему, 28 я их покупал, сейчас они 33. Ну, сейчас цена хорошая. Они поднимали же и до 40, у меня один автобус за 40 куплен. А вот 4, вот смотрите, 100 баксов это еще нормальная цена, 170 это какая-то космическая цена. Ну, во-первых, их и мало, этих автобусов. Вот, 111, 106, еще цены нормальные. Но с 1 числа они начнут дорожать. Это вам такой, ребятки, лайфхак. Кто меня услышал и понял, поставьте лайк в качестве благодарности. Будьте готовы. Предупреждены, значит вооружены. Так, как видите, у меня сейчас 6 игроков, а мест всего 10. То есть, если я открою сейчас 6 ваучеров, мне, по идее, нужен еще один автобус сюда. Ну, точнее, 2 места. И давайте мы сейчас этот момент как бы сразу и исправим. Копируем адрес, переключаемся на другой аккаунт. Здесь через час у меня будет игра. Здесь, как вы помните, у меня раньше было 4 игрока первого левела. Но 2 из них я перекинул на первый аккаунт за место старых своих игроков, у которых было ровно по 400. Этих по 450 энергии, чуть побольше. Ну, вот у меня один день заканчивается. Ну, как минимум, вот этих, ну, не знаю, скорее всего, буду продлевать. Либо для подместки к каким-то другим аккаунтам, добавления энергии. Ну и, в принципе, они еще себя в любом случае купят. Хотя у них номера довольно старые. То есть на первом аккаунте у меня номера там чуть побольше. 10 тысяч, 12 тысяч. Это уже довольно-таки старые игроки. Но пока контракт есть, думаю, ну на месяц, как минимум, им надо будет купить контракт. А там будет видно. Ну, на месяц. В общем-то, у меня пару дней есть это дело решить. Так, Басес. Вот здесь у меня есть бусик. Давайте мы его отправим. Он здесь все равно без дела валяется. 10 долларов ему цена этому автобусу. Давайте отправляем. Подтверждаем. Так, видите, автобусик исчез. В принципе, этого дела можно не дожидаться. И возвращаемся на второй аккаунт. И вуаля, у меня здесь 12 мест. То есть я спокойно сейчас могу открывать ваучеры. Так, approve all. Ну, давайте сделаем вот так. Ну, цена газа нормальная. Трогать не будем. Ну, давайте confirm. Ждем момент истины. Классно было бы, если попался игрок 5 уровня. Так, теперь нам нужно нажать кнопочки change. Нам не предложит, типа, сразу нажать change. То есть я обменяю сейчас ваучера на игрока. Даже вот этого момента я, в принципе, даже и не знал, что еще тут раз нужно нажать кнопочку. Но она ни на что не влияет. Просто по факту эта кнопка сейчас перекинет ваучер в игрока. И вот только тогда я узнаю, какой именно мне игрок попался. Ну, давайте нажимаем change. Так, сколько за... Ну, опять же, смотрите, здесь комиссия вот гигантская, да. Ее можно поправить, вот как я раньше делал, можно не поправлять. Это максимальная цена, которую вы можете заплатить в случае загруженности сети. То есть, если сеть не загружена, то с вас не сымут цену 0.05. Давайте я сейчас еще раз покажу вам, почем у нас BNB USDT 1 384 доллара. Давайте смотреть. 384 доллара, 384 умножить на 0,0. Сколько там нулей было? 0,5. То есть, ну, типа 2 доллара. 2 доллара это максимальная цена, которую вы заплатите. А давайте теперь посмотрим, сколько же реально. То есть я ничего не меняю, нажимаю confirm и ждем.
Так, ну мне выпал второй игрок. Successfully тролливали. Close. Давайте сюда перейдем. Вот, no contract. Вот так вот выглядит игрок. Выглядит красиво. Мне попалось 700 энергии. То есть этот игрок стоит примерно там 30-40 долларов. Его цена. То есть, ну, ваучер окупился. Этот ваучер окупился, грубо говоря. Так, теперь давайте в MetaMask идем, посмотрим, сколько же стоит эта транзакция нам, во сколько она обошлась. Так, 9 центов, но это не то. Почему еще не отображается до сих пор эта транзакция? Но Contract Interaction. Вот Set Approval есть, а Contract Interaction еще не появилась. Прям как-то странно. Ну вот нашло. 51 цент, ребята. Сеть вообще не загружена. То есть не 2 доллара, как максимум нам писала, а всего лишь 51 цент. Так, возвращаемся дальше. А я могу еще Approve All? Ну подожди, что он нам сейчас предложит? Ну я вообще-то думал, что эта кнопка, ну, должна сработать как, типа, Change All. Ну, походу, никакое сообщение нам в MetaMask не выскочило. Это, значит, какой-то так небольшая недоработка, да, что кнопка после того, как мы уже проапрувили, не стала там неактивно, не деактивировалась. Ждем. Та-дам, та-дам, та-дам. Ну, прикольно. Как говорится, даже в худшем случае ты теряешь... 1000 энергии, ребята. 1000 энергии. Мы смотрели, что стоит примерно 66 долларов. Вот, смотрите. 119 умножить на 0,56. 66 долларов, ребятки. Давайте сюда сделаем M+. Так. Теперь, сколько я там насчитал? 700 энергии. Допустим, это будет 30 долларов. M+. Так, MR96, все правильно. Давайте дальше идти. Close. Ну, хоть один бы попался, было бы уже неплохо. Давай, давай, открывайся. Ну, на калькуляторе буду засчитать суммарно, сколько примерно я денег вернул в игроках, опять же. Ну, это если их не прокачивать. Так, а вот это раз, да, что-то подглючило. То есть мне... вот выскочило. 1000, ребята. 1000. Еще раз 66. M+. Открываем следующего игрока. Ну, как бы я уже, грубо говоря, вернул сколько? 66, плюс 66, 130. И плюс 30. 160 долларов уже вернул. Ну, то есть я не в минусе. Второй игрок 1000, ребята. Ну, идем как по маслу. Еще M+ нажимаем. Надеюсь, оно там считает. То есть у меня 3 игрока по 1000 уже выпало. Ну, давай. Хоть один, хоть один. Хоть один третий левел. Может, пальцы скрестить, что ли? Какие-то забубоны надо произносить. Второй левел. 1200. 1200, ребятки. Ну, смотрите. Ну, 1120. Давайте по рынку посмотрим. Есть ли у нас там что-то типа 1120. Сколько добавлять надо? Вот, давайте 3 игрока открываем. Еще. 1196. Смотрите, как я попал. 1196 у нас продают за 129. 129 умножить на 0,56. Это 72 доллара. Ну, допустим, 68. 68 добавим. Так, 68. M+. Так, надеюсь, оно не сбилось. Так, ну и последний, ребята. Последний игрок второго левела. Ну, неплохо, значит, по 1000 мне повыпадали. Один только игрок на 700. И 4 игрока по 1000. И 900. 900 энергии. Ну, грубо говоря, за 50 примерно, да, долларов. Вот 42. Сколько ты стоишь?
Сколько в тебе энергии? 42, но это старый игрок. 42 доллара, ну 50, ребята, давайте не будем там как бы досчитываться. 50. М+. 346 долларов, ребята. Примерно я заработал 100 баксов, да, грубо говоря. Давайте сейчас еще раз пересчитаем. 66 умножить на 4 плюс 30 и плюс 50. Ну да, 344 доллара. Чудо не случилось. Так, левел. Ну, жаль, что тут нельзя их как-то отсортировать красиво. Ну, у меня, видите, 6 мест, все заняты. То есть я на них сейчас покупаю контракты на 60 дней и играю ими дальше. Так, давайте посчитаем. Мне нужно 542 БСВ. 542 умножить, разделить на 0,50. Точнее, умножить. 542 умножить на 0,56. Мне нужно 300 баксов. Так, у меня здесь что есть? 250. Здесь у меня долларов. Надо перекинуть мне немножко баксов. Это баксы с игры. У меня идет по факту реинвест. И купить контрактов. Да, что-то я... Сколько я считаю? Я считал, что это 6,4, 24. Блин, точно, это же 6,6, 36, грубо говоря. 360 долларов. Сейчас я, в общем-то, перекину. Так, в общем-то, перекинул. У меня тут, получается, 12 БСВ еще завалялось. То есть я перекинул 69, то есть у меня здесь было еще 10 USDT и 249 BUSD. Я их, если не ошибаюсь, фиксировал, когда переводил, когда курс был 0,60 с чем-то. То есть я еще там какой-то небольшой плюс по курсовой разнице получаю. Так, мне нужно 543 БСВ, чтобы у меня в сумме получилось. Так, вижу 455. То есть мне нужно еще, грубо говоря, 100 БСВ. 455 минус 543. 77 БСВ мне еще нужно. И для этого мы переходим USDT. Пишем здесь. А, у меня там еще 12 было. Короче, 70 давайте. 40 долларов еще добавляем. Нажимаем Swap. А, черт, Reject. 7, оно же уже учитывает эти доллары. Не 70, а все-таки 77. Даже 78 давайте. Подтверждаем. Все, в общем-то, готово. 500. Ну, вот где это я так не досчитался? Почему 533? Подождите. Так, все. Ну, пришло, да. Здесь оно отображается быстрее, чем выскакивает здесь. Блядь, еще 10 надо. 11 надо. Вот незадача. Где-то я, великий математик, ошибся. Лишнюю транзакцию плачу. Ура, 544. Давайте сейчас мы еще заглянем в Explorer, да, посмотрим. Exchange ваучеры. Ну, по 50 центов, да, по 50 центов. Exchange ваучер. По 51 центу с нас снимали. Но это столько же, сколько и снимают за игру. На данный момент 50 центов. Ну и нажимаем купить. Давайте себе сделаю скриншотик. Удобнее скриншотик, чем видео потом высматривать, за сколько ты что куда потратил. Но опять же, не будет здесь 2 доллара. Все, денежки снялись. Сейчас выскочит подтверждение, и контракты у них уже пошли. И давайте посмотрим, сколько у меня игроков готовых к игре. 5800. То есть, блин, ну да, 200. Не хватает 2 энергии. Ну, нет, 2 энергии не получилось бы. То есть, не получилось бы сыграть. Хотя не получилось бы. Если одного игрока вкачать бы немножко. А у меня есть 20. У меня есть 22 энергии. Ну, имею в виду, чтобы съездить на 5000 и на одну игру на 800. Но мне сейчас не получится, потому что у меня игрока нету на 800. У меня есть игрок на 690 и на 890. Вот чуточку не хватает, но у меня просто нету сейчас до свободной энергии. Потеряю, грубо говоря, там 798 энергии своей. Но сэкономлю себе время. Давайте, погнали. Ну как там сыграет наша первая команда?
Буквально чуточку нам не хватило, да, чтобы мы пошли в 6-ю игру, а не в 5-ю. Первый блин комом, ребята, у нас обошелся, так что да. Пошли, неважно, что мы пошли бы в 6-ю игру, либо в 5-ю, либо в 7-ю, да. Если мы проиграли, то разницы нет никакой. Ну что ж, тогда я жду освобождения. Ну правильно, у нас один игрок у нас даже как бы не поучаствовал. Ну подождите, я как-то про этот момент не подумал, что у нас же на 5000-то хватает и 5 игроков, да, а этот у меня вообще не задействован. Туда-сюда перекидывать, ну недорого, 20 я этого игрока перекинуть не могу. Все. Все, короче, ребята, 8 часов, пятница после работы, пора заканчивать. В общем, всем спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и до скорых встреч.